Так, девчат, ну что, для диванных критиков наших любимых ничего нигде не торчит. Зацените-ка. Вроде бы все нормально. Ну что, приветствую вас, дорогие мои мастерицы, гости, друзья, зрители, подписчики моего канала «Свяжем вместе с Ройзман Книт». И у нас с вами одна из любимых рубрик – это домашние посиделки. В прошлый раз мы с вами наконец-то разобрали и закрыли вопрос в большом таком интересном эфире по поводу телеграм-канала. И думаю, больше с этим вопросом мы уже сталкиваться не будем. Яху, ура и ес, наконец-то! Огонь! Да, эфир огонь и халас, как говорят египтяне, все, на этом достаточно. Закрыли уже эту злосчастную адскую тему. И в комментариях тоже об этом писать больше не нужно, потому что это уже неинтересно и не актуально. Все разобрали, все, хватит. Переживали. Басечка, да, переживали, Костю Выплюнули. телеграмму перемыли, выплюнули и так далее. Басечка тут рядом с нами, У слава него богу, пазлы. занят своим делом, очень таким прям вот увлекательным. И у меня еще тут рядом Молли, моя любимая кошечка. Кто не знал, у меня еще два кота. Одна моя любовь с детства еще, ну и с ее детства, и с родины, да. Второй у нас египетский, где-то там тоже шарится, лазит. Прячется. Он боится людей. Правильно, людей нужно бояться. Правильно делает. Да, любить нужно животных. Ну что, дорогие друзья, я знаю, что вы очень скучаете по посиделкам. Я знаю, что вам очень интересно. Также мы будем обсуждать разного ряда вопросы, да, не только по вязанию и так далее. Кстати, вот хочу ответить на один из вопросов, да, в позапрошлых посиделках, а это были даже больше распаковка пряжи, но мы там на некоторые вопросы отвечали. Многие женщины действительно поддержали идею о том, что вот мы согласовались уже при тепле ходить на пляж и можем там снимать эфирчики, рассказывать о жизни в Египте. Очень многие просят женщины. Ну надо. Нет, но оно вообще по сути очень даже интересно, потому что всегда интересно знать, чем, как живет блогер, где живет, и вообще даже интересно о стране. Но сейчас, мам, одну секундочку. На самом деле я даже не знаю, что рассказывать такого, что до меня не рассказали другие блогеры Египта. Это если честно. То есть они хотят, чтобы к их и нашему полному культурно трындецу добавился еще египетский. Своего, что ли, мало? Как говорится, о Египте либо хорошо, либо ничего вообще. Это факт, истина и так далее. Может, поэтому мы здесь нормально и живем, потому что мы никуда не лезем, никого не трогаем, мы Ни о чем не говорим, да. ни с кем не общаемся. Не, но сейчас вроде бы, как правило, типа смягчили, и блогеры могут уже разносить всякие сплетни, слухи, опровергать и так далее, для того, чтобы наконец-то Египет понял, что хейт – это тоже пиар. Ты хочешь участвовать в сплетнях? Боже упаси, нет, ты что, это Тебе даже... скучно? Нет, мне достаточно сплетен обо мне. Я прям, я не знаю, знаете, у меня даже где-то, в моем телеграм аккаунте, не именно телеграм-канале, ой, волосинка торчит, нужно ее спрятать, а то сейчас напишешь, что там где-то волосы торчат. У меня в моем телеграм-аккаунте личном, да, даже там я написала та самая Ройзман, которую все любят костенить. У меня, знаете, есть скрин одной девушки прекрасной. Я знаю, что она смотрит мой YouTube-канал. Я ей передаю действительно искренний, душевный вот привет. Да, эта девушка пришла ко мне в директ в Инстаграме. Помнишь, я тебе рассказывала по поводу костенить? Я даже заскринила. На всякий случай так мне просто на память себе оставила. Долго она со мной вела дискуссию, там беседу, вообще просто диалог. И в итоге я уже сразу заподозрила, что что-то не то. Я же говорю, у меня интуиция развита по максимуму просто. И я уже поняла, что что-то разговор клеится не в ту степь абсолютно, а как-то вот, ну, слишком подозрительно. Что-то от меня хотят узнать. А в итоге эта девушка пишет, вы знаете, всегда приятно пообщаться лично с тем, кого так костенят везде. Мне было так приятно. То есть человека, он просто пришел лично, пообщался, да, и я как блогер, не зазвездившийся блогер, как многие почему-то думают, я с ней общалась, я с ней переписывалась, отвечала на разного рода вопросы, и у человека просто вот так чик, и переключилось в голове вот это глупое, да, навязчивое мнение этих помоек телеграммских. И она просто пишет, а приятно пообщаться лично с человеком, да, которого так костенят. То есть, ну,
Она и дальше там много мне чего писала, да, что не все правда, что говорят другие, но, как я говорю, всегда о тебе хейтеры расскажут много чего интересного. Хоть энциклопедию пиши, анкету о себе заполняй. Вот так вот иногда получается круто. Положи ему В коробочке. пусть он потрудится достать. Так он ты что, То он же, привык. ты же его с ручки Да, кормишь. все, лафа закончилась. Да. Я Трудись, тебе иди. говорила, приучишь, будешь сама Да. его с ручки Пусть кормить. достает их из коробочки. Доставай из коробочки. Все, пусть занимается. Так, ну что, с каких вопросов мы начнем? Давай, наверное, начнем с вот этого вопроса, с вот этой вот петиции, ответы на Ага. вопросы. Или нет, мы сначала покажем нашу Балалайку. распаковку, а потом Не, вопросы. Балалайка. У нас Вот здесь это такая ждёт. распаковка, к нам прилетела невероятная красота. Ты посмотри, Наши на что-то заказы. такие шелковистые, что везде торчат. Наши заказы. Да, наши заказы, девчонки, просто фантастика. Уже многие, да, видели, как мы разнообразили концепцию нашего блога. Кстати, одна тоже из подписчиц в Инстаграме, давно со мной эта женщина, пишет: никто так не связал еще вязание с шитьем. То есть вязаный верх, наш роскошный шитый низ и так далее, как вот это сделали мы. Потому что все делается в одной семье. Да, во-первых, да, девчонки, На на одной самом волне. деле это делается все в одной семье, в одной волне. То ли это у нас просто вот такое вот везение, что у Нет, нас так Вот получилось. как ты говоришь, идешь ко мне и говоришь: мам, а я говорю: подожди, я смотрю вот эту модель шитую, пошитую, мне хочется такую связать, а ты, как ты говоришь, я тебе ее несу. У дураков мысли схожи. Да, ну, То есть, ну это так называется, я не говорю там. да. Да, он Или сейчас- дурак дурака видит издалека, он но поест все твои бусы сейчас. не поест. Вот, то есть одна волна, оно вот сразу Тандем. подталкивает, да, людей к одной и той же мысли, к одной и той же цели, к одному единому. Поэтому Как мне всегда говорят, почему у вас до сих пор нет мужа? И все мне, кстати, на день рождения желают найти любовь. Почему у вас нет мужа, нет молодого человека? Вы же такая эффектная, такая красивая, там тра-ля-ля, миллион комментариев. Зачем? У меня просто банально нет на это времени. Потому что каждый человек, он волен выбирать что-то определенное свое, да, каждый из нас человек это свободный человек. Ну, мы не рабы какие-то, да, чтобы там нам кто-то диктовал свои устои. ты У должна меня, выйти замуж. да, ты должна ради... Да. Все, что я должна, я сделала, по сути. И коль мы Замуж говорим о сходила. каких-то долгах, да, замужем я была, мне не понравилось. Мой брак продлился ровно полгода. Об этом я тоже когда-нибудь расскажу. Это, кстати, сразу ответ на один из вопросов. Да, что я вывозила откуда-то там своего мужа или еще что-то. У меня нет мужа, девочки. У меня, Был. извиняюсь, аллергия. Был муж 8 лет назад. 8,5. Мой брак полгода продлился. Все, у меня есть сын, самое прекрасное. У меня куча животных, без которых я не вижу своей жизни. Естественно, у меня любимая маменька и наш роскошный, прекрасный тандем. Я посвящаю свою жизнь полностью искусству. Все. То есть это мой личный выбор. У каждого свой выбор. Ну, правильно, я так считаю. Каждый волен, делает да. то, что ему Каждый делает то, где что ему нравится. угодно. То есть, и дело даже не то, что там в каком-то, например, искусстве, да, еще до вязаного искусства, у меня все равно, я жила по своим каким-то приоритетам и принципам, но мне просто комфортно одной. Я вот поняла, что когда ты сам, нет никаких проблем. Сам себе хозяин. Да, сам себе. У кого-то по-другому, у кого-то все прекрасно, замечательно, у меня вот так, мне нравится, мне замечательно одной. Так вот, красота наша, девчонки. Уф. Какой-то такой цвет, да, интересный, Пыльно-лиловый. пыльно-лиловый, да, посмотрите. Пожалуйста, не разматывай. Я Вот не так, разматываю, я просто беру вот очень так аккуратно, можно поэтому показать. так и беру. Это мое. Это твое до поры до времени, пока оно не будет на мне. Потом это будет мое. Все равно это мое. Хоть Вот. что-то должно быть мое. Да, мамочке моей приехала вот такая красота, девчонки, посмотрите на эту фантастику, просто нереальная кружево. Специально, сетке. да, специально лампу поставила Мягенькая. подальше, чтобы цвет красиво передавался. Божечки, мой фаворитный цвет. Под лицу все к лицу. Вот с этим мне точно по жизни Очень повезло. красивые кружева, Идет мне любой невероятные. цвет. Просто вообще. Мама сейчас расскажет параллельно, как- что это будет. Как вот кружева, вот я не знаю, я их постоянно сравниваю, зима
и Вот эти рисунки на стеклах, да. вот эти все завитушки. Девочки, это нереальная красота. Боже, Короче, вообще. голова вообще, когда ты вот это берешь в руки, тебе пофиг на сплетни, на оскорбления, на телегу. Какие там хейтеры, о Тебе, чем вы да. шепчете? Тут вот искусство в руках Ты горит. вот это все рассматриваешь, сразу покажу вот. А следующий, Ань, подожди, нужно Я показать. просто и подальше от Вот, Баксика это все. лицевушечкой. Я показывала Так, лицевушкой. лицевушка скручена вовнутрь, спрятана. Девочки, когда вот такая красота, Я не любитель зеленого, да, все помнят, но вот изумруд и малахит, это я Короче, обожаю. скажу Вот так, так. вот так, вот так, вот так. когда у вас Ой-ой-ой. нет хлеба, его надо идти купить, мне нафиг не нужен хлеб, у меня есть кружево. Все, я зависла. Это как, Обойдусь без хлеба. когда, как знакомая наша Милана Ярн, да, говорила Наталка. своей маме, да, Наталка, ну, даже не то, что знакомая, мы дружим уже очень много лет и дружим очень близко. Она продает пряжу в Украине, и мы тоже много у нее покупаем, она вообще наша соотечественница соседнего района. И она говорит, у нее тоже у нее огромный дом, и пряжа, и все остальное. И мама ее задала вопрос, ей, а куда эту всю пряжу девать, которую вот продаешь, да? Она говорит, мам, ты не переживай, когда денег не будем жрать пряжу. Простите за жрать, но вот как есть, да? То есть так же самое мы, мам, когда денег не будет, то там тонна пряжи мы найдем, макароны эти, будем грызть в кружево, пряжу, закусывать всем остальным. Реально, это, девочки, такие шедевры. Просто, да. Ты когда Я на светлый выбираешь- фон специально вот вам А показываю. ты вот так покажи. Ну или вот Ты, так. когда выбираешь заказывать, у тебя все крышу сносит, а она куда-то не спеша уходит. Я же говорю, какие там хейтеры, сплетни, боже, Да. да костяните меня хоть всем миром. Знаете, как собаки Обзывайте. лают, караван идет, девчонки, мы от этого Да. становимся только красивее, счастливее, прекраснее, создаем А еще вот, больше красоты. Давай вот это невероятное. Девочки, у меня Боже, какое оно экстаз, мягкое. агония. А знаешь, оно такое мягкое, как я хвастаюсь. привозила итальянское с бараката. А я такое и брала. Прям вот Это мягуська-мягуська. Италия. Да это прям свадебная вуаль. Да, я Нет. примеряю как фату, я примеряла ее 9 лет Это назад. вырезать. Да я Здесь знаю, что вырезать. можно, юбку можно сшить. Кошмар. Кто там хейтеры? Все, можете, все, замуж вышла, вот. Ой. Ну Красотища. зачем ты так тряпку опустила, Ань? Ну, блин. Не, ну почему опустила? У Смотрите. кого-то замужество удачное, у меня оно такое, какое было. Да, невесты все красивые, Да. невесты просто самые красивейшие Да. девочки в мире. Самые роскошные девочки, посмотрите на вот эту красоту. Вот Просто лицо. фантастика. Это капец. Капецович, все. У бабушки слова исчерпаны. Все, словарный запас закончился. Да, а вот. Вот это, боже, это, кстати, вот такие классные делают и чокеры, и вот я так вот видела- делают повязки. Я видела, Ой, блин, одна офигенно, девушка, да. она покупает именно это кружево. А у меня, кстати, такой чокер есть один, Я лежит, мы знаю. покупали. Девушка покупает вот это кружево. Да ты посмотри. Она делает наборку петель. Это у нее горловинка, потом рукава и низ. Да, я знаю, у нее даже шедевральные сразу. эти махеровые платья. Да, махеровое платье, Ой, свитера. как красивое. Даже не задавайте этот вопрос, я никогда в жизни не скопирую чужое. Это бралось совсем для другого. Да. Но вот как на заметку, да, она очень, я тоже, у меня в рекомендациях бывает попадается, и почему-то, и мне всегда так жалко становится, я так почему- мало лайков постоянно, Я к чему почему? клоню? Такая Просто красота. Если девушка увидит эфир или кто-то ей, как у нас говорят, на хвосте ворона принесет, что вот такое кружево у Ройзман. Да, мы шьем. Да, девушка, не переживайте, пожалуйста. Я не свинья и никогда... И не мародер. Да, возьму чужое. Мне это для шитья. Очень, ну вот это мне прям Для вообще, пошива. очень, да, красивые такие. Я Слушай, даже- там и другие, да, Я цвета даже такие скажу, были? для чего это. Это атласные топы, которые сейчас идут с кружевами. По низу, да, и по горловине. И по горловине V-образки, да. Вот, я брала именно для этого. Зачем покупать, когда можно пошить самой, и вообще все равно всегда самой И в интереснее. разных цветах. Мгм. Вот, нереальная красота, Ой. неземная. Вот я хотела, чтобы ты на белом это все прилаживала. Давай.
Девочки, смотрите. А мне на белом не так, вот мне вот Да. так вот, когда оно на стенку вот прозрачит, оно прям вообще классно. А сейчас вот Девочки, оно это золотом будут передает. украшения к свитерам. Мгм. Смотрите, как оно. Здесь есть промежуток, где можно делать складочки, чтобы листик сходился к листику. Видите? Я вот когда заказывала, я настолько продумывала, смотрела вот этот размер в сантиметрах. Здесь, по-моему, 5-6, я не помню. Посмотрите, какая это красота. Это Вы вообще- только призадумайтесь, девочки, какую красоту мы можем создавать своими руками. Я не знаю, насколько я люблю эксклюзивные вещи, да, эксклюзивный крой, какой-то вот асимметрию, что-то нестандартное и прочее. Но мне никогда не жалко на это финансов. Я вот скажу честно, я себя в чем-то ущемлю, к примеру, да, опять-таки вспоминаем альтернативную вартость и так далее. Но я куплю то, что будет что-то стоящее. Но я обожаю это создавать самой, потому что, знаете, для меня это вот как какое-то соревнование. Именно с самой собой. Могу ли я это создать или нет? Я вижу это в голове, я хочу это создать. Не повторить, я хочу создать это. А, Что-то свое. Танюшка, ты меня вдохновила. А, Таня Мишер, да? Да, своим зеленым платьем. Боже, это вообще Тань, фантастика. посмотри, сколько я его взяла. Я когда увидела у тебя в изумруде это платье, Моника Дресс, которая на моем YouTube-канале, девочки, с Которая рюшами. обгадила половина. Оно не такое, как вы, да вы никогда не получите результат и полностью, как бы вы его Почему ни- я говорю, что не искусственный шили. интеллект это Да, искусственно. не шили и не делали. Натурал это эксклюзив. Но 2 платья продались, уехали. Да, кстати, все платья Моника Дресс продали женщины 50-60 с плюсом носят, просто Поэтому фанатеют. я Я загорелась. мега счастлива. Танюш, у меня Правда, есть... я осталась без платья, но, наверное, изумруд Будет надо будет изумруд вязать тебе. себе. А ты вяжи, я все пришью. Танюш, у меня такая же, как у тебя бобина изумруда. Таня, мы будем с тобой вместе. Да, мы у тебя Одинаковые. стырим цвет Это Моники, девчонки у меня в телеграм-канале, А. которые со мной уже много лет. продублируем. И здесь вообще так красиво оформлено, боже. Приятно в руки взять, смотрите, ленточка. Мгм. Очень красивое оформление. Бань, на, погрызи ленточку, только не съешь. Не должен. Взяла Ой, какое оно нежное. классический, подожди, так, это изнанка, вот лицо. Боже Классический мой. крем под кремовые юбки, атласные платья. Да какие кремовые юбки, я еще Монику такую свяжу. А, пришью, кстати, чтобы сэкономить, можно вот это вырезать, одно тоненькое опустить. Вот это вырезать, второе Боже, пустить. боже, какая То есть невероятная. разделить вот это кружево, видите, на 2. Кстати, для этого, девочки, Она так ждала этого эфира похвастаться, девочки. Просто маменька Короче. реально хотела очень этим похвастаться от души. я перехватила инициативу по вязанию. Я думаю, вы не очень на меня обидитесь. Им очень нравится, им очень интересно, правда, девчонки? Скажите, что очень интересно, потому что мы все Смотрите. девочки, нам это интересно. Особенно Смотрите. handmade. У меня есть теперь для кружева это паяльник по выжиганию. Давай я но покажу поближе, потому что сбоку может быть Но. не видно. Вот такой вот мама покупала. Сейчас А ты покупала на ВБшке, да, заказывала? я на ВБ заказывала. Артикула нет. Девочки, скажу честно, артикул не предоставлю ни по кружеву, ни по этому, потому что я этого делать не я умею, могу найти, честно. я спрошу Маруси, мне все заказывала Маруся. Ну или Она так. заказывала, я ей все скидывала. Если что, то я отредактирую, Кому-то, сразу да, говорю, нужно описание под видео и вставлю просто попозже дополнительные артикулы. Смотрите, это снимается и одевается. Вот этот, вырезать кружево. Вот этим Не также, видно вот ничего. этим тоненьким, это идут насадочки. Режутся ленты атласные из атласа. Это я тоже знаю, да. Для этого кто-то знает. У меня мой второй заказ. Это вот такой паяльник. Девочки, с множеством булек. Чуметь. Это все идет для искусственных цветов. Объясняю почему. Когда я ходила... А мастер-классы будем записывать такие? Нет,
Нет, Когда почему? потому что моя тетрадь осталась дома, когда я обучалась А, этому в школе. я помню, боже, я помню эти тетради дома, я И их все помню. выкройки. Вот такая большая папка и все вот эти, я это все Сейчас помню. все эти выкройки доступны в интернете. Подержи, пожалуйста, это мое сокровище. Ты все забрала? Да, вот что нужно человеку для Для счастья. счастья. А вы желаете нам любви, девчонки, вот она любовь. Косметички с 2 паяльниками. В общем, когда я ходила, как это сейчас принято говорить у нас, с икрой, да, ну, с большим животом, я очень бедно жила. Очень бедно. Я не боюсь об этом сказать. Вот. Хотя я потом очень хорошо жила. Одна, без мужа. А, Сильные и независимые, я же говорю, кому Вот. что для счастья. Поэтому Что я что для занималась, счастливой жизни? Неудачный брак. да, я занималась изготовлением свадебных цветов, свадебных аксессуаров. Девочки, я имела колоссальный доход. У меня шло от жениха невесты до приглашенных бояре, дружка, подружка, в общем, это по-разному все называется. До Ну, у нас это оформления по-своему, да, в каждой цветов, стране на по-своему. машину. Я полностью своему ребенку на свадьбу оформила все. Я приклеивала и розочки крутила. Это было на сердца, на машину. Это была первая машина у нас в городе. С таким декором я ее увидела за границей на Пинтересте. Делалось на каждое сердце по 200 роз. Эти ленты, сиренево-белый тон, все эти букеты, Даже такой все лавандовый эти прям. подсвечники, все эти стаканы я украшала камнями, цветами из ленты, с шифонов. Поэтому я на этом Я вышивала рушники свадебные. такой зуб съела. У да. меня были все рушники вышиты крестиком мной. Да, ребенок вышивал мой рушники себе. Это вообще мое хобби было с Свадьба детства. была очень красивая. Остались фотки украшенной машины, и декора зала был заказан. Остались только фотки. Поэтому я на вот этом вот искусстве купила одна германскую коляску, которая не было тогда не то что в городе, наверное, в стране. Я уверена, что сейчас кто-то в комментариях просто напишет, я заплакала. Потому что Вот. сейчас заплачу я. Настолько эти воспоминания Я купила коляску, щепетильны. я ребенка полностью обвязала новорожденного, я полностью обшила. Я заработала это все на свадебных аксессуарах. У нее была качеля, которой у многих нет, у нее были ходунки там на 360 градусов. У меня были польские многоразовые памперсы, то есть на кнопочках клееночка внутри ткань. Я просто стелила из марлечки такую прокладочку, а не так вот, как деток в памперсы. Короче, девочки, вы помните 94-й год, как мы обматывали, потом эти все марлечки сушили на балконе. Вот. У меня было это все. У матери одиночки, потому что муж мой, я его выгнала, когда он прошелся мимо моего балкона, я с животом его ждала, я не побоюсь этого сказать, мне не стыдно, а он прошелся 23-летний парень, 40-летний. Милфой, что ли? Да. Ого! Да. Ну это же сейчас модно, милфа. С красивой подругой его матери. Вот, поэтому Боже. Я уже, будучи на 7-м месяце беременности... Я просто уже не удивляюсь, я эту историю знаю, поэтому для меня вообще это уже не удивительно. Его выбросила с его сумкой, с офигенной квартиры Сталинки, 3-комнатной. Это были шикарные квартиры, кстати, она моя. Вот, поэтому я вернулась к вязанию. Я беременная вязала на заказ. В праздники я вязала, в Пасху, когда мне рассказывали наши бабулечки, не вяжи, дитё будет опутано горловиной вокруг шеи. Я вообще все эти стереотипы всегда разбиваю, Я на говорю, самом деле. извините, говорю, это мои заказы, они меня кормят, мне рожать, мне нужно Вот именно. за это все платить. Поэтому никогда не поздно. Начать. Я очень много занималась пошивом, я вернулась к вязанию 8 лет назад. Я не вязала 30 лет. Поэтому... Нет, почему? Я вру. 20.
Ну, я мужу своему там вязала свитерок, Анечке вязала, себе кое-что, но не на заказ и не на этом уровне. Вот. Поэтому никогда не поздно начинать подсаживать своих детей. Обязательно. Потому что золотые слова Царства Небесное моей золотой бабушки, которая сказала: Дотя, которая меня палкой гнала на курсы по шитью, на курсы по вязанию: Дотя, мастера руки кормят. Ты, работая руками, всегда выживешь. Поэтому возьмите, Для нас намотайте на ус. Девочки, у кого дочки, у кого невестки, присаживайте. не только девочки, и мальчики тоже. Присаживайте их на это дело. Поверьте, лучше, когда они будут сидеть, вязать, обвязывать свою семью, Чем бегать вот там курить чем поза углами. бегать поза углами, употреблять всякую дрянь. Я не озвучиваю, что. Да, YouTube, что-то, мы не нарушаем правила. так сказать, полюблять. Пристраститься. Я не говорю Пристрасть. любить, а пристращаться к вот этому. Нет, ну как-то, короче, вы поняли суть саму, да. Лучше пусть они тыкают пети, свои спицы в петельки и получают результат и ходят королевами. Именно поэтому мы, это к слову предыдущего эфира о телеграм-канале, да, ссылочка в описании под видео, кто пропустил. Именно поэтому я всегда и повторяю, что вязание – это искусство. Именно поэтому мы настолько триггерно, можно сказать, относимся, да, к вот этим вот всем телеграм-каналам, где идут сливы мастер-классов и прочее, прочее. Потому что настолько вот сейчас пытаются это все превратить в грязь, а мы, наоборот, пытаемся собрать единомышленников. Нет, здесь вишенка на торте в этом. Они не идут вязать по таким же самым, безоплатным. Я даже не хочу называть это слово. Для меня вообще это слово безоплатно и бесплатный. бесплатно, фу, для меня это вот реально фу просто. Это как подачка. Да, как подачка. Это называется, девочки, мастер-класс в свободном доступе. Я его так и интерпретирую всегда. Это для обучения, для того, это не так, что возьмите кость. Это для того, Да ну чтобы, фу. да, чтобы человек... Я вообще этого не понимаю. Да, это для того, чтобы человек опробовал свои силы, посмотрел, а зайдет ему, а не зайдет ему, да, если это, например... А потом уже думал, идти ли покупать там спицы крутые и платный мастер-класс. Может ли он осилить этот мастер-класс, за который он заплатил? Понравится ли ему это действо? Конечно. Что он получит на выхлопе? Вообще это... Проба. Это, знаете, вот как пробный... Тестирование. Да, типа вот как тестирование. Урок. Только пробный урок не для меня, а пробный урок вот в основе для новичков. Да. И меня что вот поражает, что вот эти мародеры, они не идут вязать по вот этим МК, которые в открытом доступе. Нам это не подходит, нам нужно платное, чтобы они меньше зарабатывали. Девочки. Мы зарабатываем своим трудом и своим мозгом. И столько, сколько вам не снилось. Поверьте, без мастер-классов и вязания. Помимо вязания, да. Да. Поэтому у нас столько времени есть на вязание. Да, поэтому вот немножечко ошибочное у вас мнение. Поэтому, девочки, мастер-классы. Да, не спонсоры у нас, как все говорят. Мастер-классов, которые... акцентирую ваше внимание, будут в свободном доступе. Их будет много, их со временем будет много. Поверьте, год, два, три канал будет ними завелся. Минимум 100 я планирую туда. Вы будете вязать все на любой вкус, вы будете вязать, тем более подгружаются миксы, будут подгружаться миксы все новые, мы будем это все больше создавать, наступать на хвост новым леди, которые якобы первые в жизни создают миксы. Которые мы начали создавать 8 лет назад. Да, я вам прищемлю немножко, девочки, хвост, чтобы вы не короновались. Тоже этого очень не люблю, очень не люблю. Труд за свой не выдавали. Вот, поэтому, девочки, это все будет в
В свободном в свободном доступе. доступе. Вы можете на это рассчитывать, вы можете строить какие-то планы, планировать какие-то модели, смотреть. Кстати, очень много женщин вот сейчас смотрят предыдущие, подписываются. Каждый день у меня, ну, очень-очень много комментариев, я стараюсь успевать отвечать на ютубе. И очень много вот сейчас женщин начали комментировать именно видео с миксами. Прям вот что, оп, она сидела, женщина, да, которая комментирует. У нее 5 лет лежала эта пряжа в Да, разных цветах да, и составах. а почему бы И и у нет? нее в голове не укладывалось, даже она вот просто пишет, куда мне это деть. Куда ее приткнуть? Аня, Да. благодаря вашему видео я теперь поняла. И я сижу, думаю, боже, это просто, это Да, настолько прекрасно. радость. Честно, девчонки, я вот просто сижу, думаю, боже, это просто настолько счастье, когда ты несешь полезное в этот мир. Я хочу, чтобы люди поняли. Это По очень, миксам, это очень девочки, круто. миксы это очень хорошо, миксы это, да, составляются красивые Эксклюзивы, текстуры, эксклюзивы. полотна, Но да. гайд по миксам создавала я. То есть моему ребенку некогда этим заниматься. Еще по одной причине, почему Я это делала записывала я. только и техническую Да, работу Аня все это все делала. только обрабатывает, преподносит. Это колоссальный труд, на который я не способна. Я тупенькая в этом. Но кто-то в одном, кто-то в другом. Тандем. В сетях я тупенькая, я жила и выросла по бумажкам и журналам. Вот. Просто в моей комнате стоят все эти стеллажи. И пока я сижу, вяжу какое-то изделие, я смотрю то, я уже к ней бегу с бобинами. Это что? Ань, это микс. А я сижу как бомж, и в моей комнате только то, что мне принесут. Вот. Мне вечно не везет. В первую очередь я об'ясню, щоб ніхто там себя перша у світі створила гайд, Ай, корону попустили ай. немножечко. Да, Аж смешно. Гайд создавался не для того, чтобы прям показать, что я вот такая классная, да, я могу это смиксовать. Кстати, именно гайд слово подобрала именно я. Да. Я знала, что это слово никто не подберет, потому что оно Ну, имеет, его уже отдельное слямзили. значение. Вот. Но в первую очередь я хотела создать гайд, потому что я знаю контингент вяжущих женщин. Это 35 плюс, 40 плюс, 50 плюс, 60, 70 у нас плюс. Это те, девочки, давайте не будем кривить душой, мы хапуги. Мы всегда гребли эту пряжу. Нужна она нам, не нужна. Сколько я ее гребу, Вот. у меня уже мама говорит, все, денег нет, я говорю, Поэтому- я найду, поэтому- деньги есть. Гайд создавался для того, в первую очередь, убирать свои остатки с полок. Гайд, запомните, это не какой-то там эксклюзив, который кто-то как-то преподносит. Это инструкторский гайд. Это инструкторский гайд. Инструктаж, вот, да. Поэтому он и гайд. Поэтому он обеспечивает аналоги пряжи, можно подобрать. То есть, если у вас пылятся ящики с пряжей, да, там идет предоставление Илария, Аврора такой-то. Вы смотрите метраж, вы смотрите состав, и вы берете любого другого производителя аналог. То есть это полностью искоренить свои остатки. В общем так, гайд – это убрать объекты. Энциклопедия, как я Да. называю, энциклопедия по созданию абсолютно любого полотна и совместить несовместимую цветовую Да. гамму и составы. Плюс к тому же там объясняется по каждому образцу, и отвязываются образцы как в лицевой глади, так и с узором, так и с твидовым узором, с ажурным узором. смотрится везде. То есть как смотрится этот микс и как смотрится этот состав в разной текстуре полотна. Да, опять-таки лицевая гладь там и прочее, прочее. У меня нос немного заложен, извиняюсь, конечно, ну аллергия. Гундосить могу, это скажут. Да мы все такие. Она нос, хобот прочисть и Да. так далее. Ладно. Все в Египте Стирка, сейчас аллергии. спицы, рекомендуемый номер спиц, как правильно стирать и прочее. Косить, не косит и прочее. Вот что в этом гайде. То есть это настолько была проделана огромедная работа по созданию этого гайда, что я даже не знаю, мы год его, по-моему, Да, создавали. поэтому следите за плейлистом миксы. Туда будет по-любому подгружаться, тем более сколько заехало новых составов, новых, красивых, девочки, модных составов.
которым можно будет в подмот добавить все свои остатки. Да и даже Поэтому- любые декоративки по типу Да. этих узелковых шишибриков и Поэтому прочего, всё это прочего. будет, даже можно, Аня будет в последующих миксах добавить, под какие модели это можно использовать. Особенно те модели, которые в свободном доступе. То есть это все будет. Как я связала жилет манишку жилет трендовую, да, первая была из Газал Мерлин Мерлино Ангора 60, второй Газал Мерлин Мерлино и частая микропоетка, третий Газал Тедди и Вообще королевская в Тедди, да, в поетка. более дешевом Потому что многие бюджетном девчонки спрашивали, подойдет варианте. ли Тедди, да, вот я связала, вам показываю. Еще, девочки, смотрите. Кстати, кремовый у меня был сразу продан. Совет, девочки, сразу. Если вы видите, что вы с такой пряжей, которая немного стрейчевая, не попадаете в плотность, да, у вас получается сбитый валенок, я так это называю. Девочки, смело берите больший размер спиц. Не на 0,5, берите на единицу, на 1,5. То есть, если он вяжется на 4, смело берите 5, а то и 5,5, у кого плотность зашкаливает. То есть, кто вяжет совсем плотно, да, что вы плотно передвигаете петли по спице, сразу же берите больший размер спиц. Научить вас, как больше вытягивать петли и тому подобное, это все приходит абсолютно с опытом. Когда моя мама меня учила вязать, это было давно, я тоже вязала плотно, помнишь, прям Да. очень плотно, я еле передвигала. И в итоге методом проб и ошибок, Научилась сколько она мне регулировать. не говорила, да, вытягивай больше, все равно, опять-таки, как и в прошлом эфире, по поводу Телеграма я говорила, что да, каждый человек учится на своих ошибках. Вот пока вы сами не пройдете, не наблатыкаетесь, 25 раз не распустите, не прорыдаете, как я не швырнете. С другой комнаты летела, мама сидит, это что? Я говорю, все, мне надоело, я все, просто все. И в итоге я все равно не сдалась, потому что меня это тоже триггерило. Ну как это так? Я и не могу? Плюс, Нет, могу. плюс ко всему, вы приловчитесь, это все с опытом. Запомните, на каждых спицах полотно разное. Круглые спицы это одно, кубики это совсем другое. Об этом мы тоже будем говорить. Это- Деревяшки вообще совсем другое. Да, рубленые вот эти рифленые спиральные спицы. Которые эти третье. единорожки, по-моему, они. Нет, есть просто такие рифленые спицы по спирали. Вот. Чагушки или Они каких-то там. есть, У многих просто есть ну, чагушки, кто-то узнает у себя эти спицы. да. Или ади. То есть У нас просто все все Knit Pro. всегда зависит от всего. Что бы вы ни Абсолютно взяли, 100%. в руки у вас каждый раз будет разное полотно. Сразу тоже хочу привести пример. У меня вот есть наборы крутые. Это Lantern Moon. Я тогда их покупала у Оксаны серии Ярн. собраны. Я вообще, да, все серии собраны. И я вообще абсолютно все мои наборы спиц, кроме Mintful, когда они только вышли, я их сразу же купила. Как только вот они вышли, появились вообще в наших СНГ странах, я сразу самая первая их купила. Но после них я начала уже собирать постепенно коллекции спиц. Я их все покажу, просто мне нужно половину из них собрать до кучи, чтобы был порядок. Там взяла лески и прочее. Все лески, кстати, тоже, девочки, я докупаю всегда отдельно, докупаю много, потому что их идет в наборе мало. Но у меня есть вот эти Lantern Moon, эбеновое дерево, дорогущие, но какие же они кайфовые. Просто вот маме не зашли, а мне, ну А прям мне вообще. зашли только кубики. Вот, Я на из квадратных. из кубиков мне больше всего нравится Knit Pro J'adore кубические, дерево. Девочки, Они очень скользкие. а самые классные спицы, я еще покупала их лет 8 назад в Украине, я не помню, почем они стоили. Даже не буду врать. Делюкс, Нет. нет? Я покупала на металлических тросиках обычные китайские спицы. Да, это вообще must have. Девочки, это И у нас они тоже неубиваемая есть. красота. Я сейчас переснимаю с них и все вяжу. Особенно если это Magic Loop. Они длиннющие, у меня лески там по метру и выше. Девочки, это самые классные спицы, самые дешевые. И у них полировка Китайские. самая скользкая, классная. Полировка, они внутри полые, они легкие. Прошу прощения. Аллергия. У нас хамсин, это просто жесть. Хамсин, да, песчаные Дает что-то бури прям вообще пылевые. никогда так не давал. Вот. Поэтому, девочки, спицы спицам рознь. Никогда не стесняйтесь дешевых китайских У нас спиц. много, кстати, лежит Скажу там. так, они элитные, девочки.
до одного места вот эти все эти, а вот китайские, они самые обалденные. Я расскажу тоже, как я Они в по Лантермунах одних сломала спицам, одни спицы. по одной паре идут в таких этих. Потом дозаказывала у Оксаны отдельно съемные просто тройку. Там вообще получилась такая ситуация смешная, я на них просто наступила коленом нечаянно. Я положила на своей кровати вязание, я положила полотно со спицами. И просто, когда возвращалась с балкона, так, чик, и я только одно слышу. Все. И у меня вот так душа в пятки. А у меня это были или укороченные, или стандартные, не помню. И я такая, все, трындец. Я потом у Оксаны 2 пары отдельно заказывала съемных, говорю, на всякий случай. То есть они не в руках у меня в моменте вязания сломались, а потому что я коленом наступила. Ну так получилось, не увидела. Все, хватит Да. про это. Давай дальше покажем нашу вот эту красотинушку. Вот такое, как зеленое, я сразу взяла черное, девочки. Ой, фантастика, фантастика. Положи его. Вот, на вот, крем. не надо. Да. Вот, да. Вот. Ну или вот так тоже. Боже, как это Ой. красиво. Девочки. И сразу от головы отходят все злыдни творящиеся. С такой красотой. Девочки, как беленькая, смотрите. Аня, ну ладно, на, показывай. Это ты так смотришь, как будто бы у тебя кусок хлеба забрал. Вот такая фото лучше. В смысле? У меня просто черный самый любимый цвет всегда был. Смотри, как красиво. Знаешь, сразу вспоминается... Ой, смотри, как красиво с вот этим. Семейка Адамсов, там еще какие-то такие фильмы, где они такие... Аня, я еще не собираюсь, не надо. Я не за тебя говорю, я вообще говорю, что мне нравится. Платочек черненький. Тьфу. Надо было одевать, когда замуж выходила. Смотрите, какая. Показать Девочки, это будущему мужу. Это такой черный Это черный я юмор, обращаю да. Это внимание. просто черный юмор. Девочки, смотрите, какая красота. Невероятная. Все, клади давай следующую, а то я не успею в эфире. Опять ты со своей телегой будешь еще с чем-то. Да не буду уже, я уже Так. давно закрыла эту тему. Так, где оно блестит? Я без очков. Я вижу. Где лицо? Вот это. Да, вот тут внутри вот по-другому Да. ложатся строчки. Девочки, тут лицом скручено. Такое, как латте, да? Да. Что-то или тауп. Такой, как вот этот кремовый мы показывали, красивущий. Мгм. Смотрите, какой красивый. Ой, ой, Я ой. много нагребла. Ой, мне с браком. Бась, хватит. Смотрите. Видите, с браком. Слава богу, что нагребла Вот много. Что за... Вот даже не знаешь, как назвать. Вот так и покупай. Ну все, сейчас расстроишься здесь, не Тебя нужно. везде пытаются Ой. натютюрить. Так, Ну жизнь такая. это изнанка, вот лицо с розшивью идет. Ой, Как на твоей божечки. последней черной юбке вчера, что ты снимала. Идет розшив кантом. Ага. Смотрите, какая красота невероятная. Просто фантастическая. Вот так его вырезать. Очень красиво. А теперь, внимание, смотрите. Такое же, только я переверну, а то будет провисать. Но уже вырезанное. Ага. Ну, правда, вырезанная коси-накоси. Я, конечно, паяльником пройдусь. Вот оно. Очень классно. Давайте вот так подержу, чтобы вы понимали. А не видно, давай я буду держать. Вот оно вот так ложится. Не совсем видно, но ладно, руки просто Ну, закрываю. оно немножечко отличается. Здесь более такие вензеля. Оно немножечко только отличается вензелечками. А так практически аналог. Вот. Басечка, ты сейчас да выпендриваешься, что ты пойдешь отсюда. Короче, Вот еще и... Ой, да. Это синий. свитер, джемпер и по низу обшивочка. Смотри, какая краса неземная. Я не хочу больше раскручивать, чтобы не скручивать потом. Девочки, это капец. Да это вообще вот так. Вот раскрутили сегодня, разобрали, теперь ночь не спать. 2-3. Я в последнее время опять сплю мало очень. И золотавенькая. У меня вообще со сном всегда проблемы. Очень красивое, золотое. Ой, ну вот это прям Да, вообще. вот, это одинаковые они, смотрите. Смотрите, какие нежные. Боже, это шедевр. Ой. Это же кто-то это придумывает. Да, не спорю, машина создает. Но все равно, девочки. Дизайны ж в голове Да, какие-то. дизайн же у кого-то, у какого-то Я не думаю, что прям супер ИИ создаст такой дизайн. великолепного человека есть это дар, Да ну блин. талант вот такой красоты. Все, паяльниками похвасталась, все, я свободна. Так,
Ну, в принципе, я декором даже и не вижу смысла хвастаться, потому что его реально очень-очень много. Ну, Так только, да, показать самое, поверхностно. Самое такое прям фантастическое, самое девчонки. главное, что... Заказала, потому что здесь в Египте на самом деле очень много аксессуаров, но нет того, что нужно именно мне. То есть прям вот такое в Египте не найдешь. Посмотрите, какая красота. Боже, оно будет вот так вот. Ой, девочки, сейчас, подожди. Сразу хочу сказать, ну и я сейчас скажу. Вот такой он, как чокер, он ложится. Вот так вот красиво, как водопадик. Вот такой вот металлический. Я очень-очень много взяла, очень. Но просто я не хочу растягивать эфир, поэтому я покажу вот так вот прям, ну немножко. Остальное вы все равно увидите в рилсах. Вот это вот все. Они все... Нет, оно не застегнуто. Они все разные. Да, я и серьги подбирала, я подбирала все аксессуары. И вот то, что я хотела сказать, я вот так хожу по улицам, девочки. Да, я не скрываю, что у меня достаточно много золотых украшений, очень много, но вот такое я обожаю. Я ношу с большим удовольствием, потому что, знаете, вот сказать честно, наверное, в наше время золото уже любой дурак может купить. Золото — это капитал. Да, это больше, вот даже для меня это больше капитал вообще во всех смыслах. вложение Я денег. всегда влаживаю именно очень много финансов в этом плане, именно в эти побрякушки. Но вот эту красоту, она несравнима с этими золотыми изделиями, потому что это такое, что вот, ну, это нужно только иметь вкус, подбирать, создавать образы, чтобы это все было красиво, стильно и прекрасно. Очень. Браслеты, которые вот сейчас Да, очень в моде. да, вот эти крупные. На одну руку прям вот эти, они тяжелые, массивные. Я их так хотела. Вот они разные, очень разные все. Боже, эти образы, я просто вообще, я здесь буду ходить, красотка. Честное слово, мне просто это очень нравится. Я люблю, когда вот встречают по одежке, это мое кредо, Это наверное, по комплект жизни. вот такой. Да, вот такой вот прям мы подбирали. Колечко. В общем, этого приехала целая коробка. Невероятно. Вот это тоже комплект. Вот это 10-я часть. Здесь у нас и вот так вот тоже как колье-чокер, и серьги, и Вот эти, разные. очень много разных я, и сережек, и колец вот нас заказывала, прям таких огромных. И серьги такие все у меня массивные. Давно я это все хотела. Давай это будем убирать, потому что у меня просто здесь места нет, и у меня Баська сейчас это все начнет Просто растаскивать. на это не стоит акцентировать внимание эфира, Да. чтобы об этом рассказывать. Вот показала. Но я просто знаю, что Хватит. будут задавать эти вопросы, поэтому вот, девочки, показываю, заказала очень много. Люблю я вот эти вот все. Ну, потому что мы девочки, такие девочки, это все очень красиво, поэтому это все всегда хочется. Красиво, красиво можно А себя чтобы создать украсить. шикарный образ, как говорят, для мастер-класса рубить бабла, я столько же бабла вваливаю в этот Вот образ, очень красиво. чтобы это все красиво представить, а не Очень. на стенке отфоткать. Тоже очень шикарные. Девочки, все, абсолютно все заказывалось на ВБ. Тут я артикулы уже искать точно не буду, потому что это очень много. Просто идем и ищем все на ВБшке. Подружка нам Пишем. заказывала все. Дешевые, как их? Аксессуары, Дешевая колье. бижутерия. Кстати, классные, прям вообще мне очень нравятся. На две эти, под платье комбинацию. Прям вообще. Все красиво. Выйти. Дешево, но красиво. Да. Дополнить образ. И даже скажу, очень-очень-очень качественно. Очень качественно. То есть от того, что оно не стоит супер дорого, да, это не значит, что оно некачественное и тому подобное. Очень классно. Мне очень нравится. Не знаю, любите вы такое, не любите, я такое очень люблю, вообще обожаю. Особенно вот эти сейчас все массивные, которые в моде и так далее. Так, ну что, похвастались, на некоторые вопросы ответили. Следующие вопросы тоже оставим для следующего Следующий эфира. эфир будет вопросы-ответы. Да, Их будем. насобиралась куча. Да, там я обещала Ваши скрины, комментарии. да, комментариев некоторых обязательно ставлю. Очень мне прям интересно на них ответить. Я очень хочу на них ответить. И Услышать скрины. ваше мнение. Да, услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Потому что мнение абсолютно каждого всегда учитывается. О, красота.
но учитывается именно мнение, а не просто высер диванного критика, скажем так. То у нас тут есть такие, приходят. Ну, люди же еще, понимаешь, пишут и думают, мое мнение, оно только мое, и оно должно быть для всех важно. Но это так же само, как у меня была проблема с женщиной, у которой видео по мастер-классу не грузилось в телеграм-канале, и не грузилось оно исключительно у нее. Такое иногда бывает в аккаунтах, сразу тоже хочу сказать, что именно какое-то одно определенное видео, оно может не грузиться. Там надо почистить кэш телефона, почистить кэш телеграма, где-то перезайти. Иногда даже просто выйти из аккаунта и зайти заново С по этим этому даже же номеру. сталкиваюсь я. Да, даже мама бывает сталкивается. Да. Так как я сразу проверяю на нескольких девайсах, это и ноутбук, и iPad, и телефон, и второй телефон, я проверяю абсолютно везде, работает все везде. Но, боже, у меня был такой вынос мозга 2 суток, и жаловаться там на меня собирались. Я говорю, ну так вперед. Ну, жалуйтесь, только не на меня, а на Телеграм. Пишите разработчикам Телеграма, по какой причине у вас не работает видео. Да? Пишите провайдерам, пишите заявление в У полицию. меня ответ один. Вы обязаны написать, Моя кстати, заявление в платформа полицию, отлучена. по какой причине у вас замедляется интернет. Ну, это нормальное волеизъявление, как бы это законные права человека, в принципе, ну, и это нормально. Что, ты хочешь, Да, чтобы я показала он этот такой браслет, да? красивый. Да, ну все бесподобное, просто, ну, фантастика. Я же говорю, я когда на улицу вот так выхожу, это все. Да, внимание очень женщины обращают, египтянки. Они тоже любят такое. Они любят такое, и они вяжут. И они все. вяжут. И, кстати, тоже много, вот Да. египтянки тоже, они вот прям, ну, очень много вот аксессуаров всяких и умеют красиво подбирать. И Красивее даже, вязаных чем наши изделиях славянки, кстати, ходят. вот. Не знаю почему, но у нас как-то, почему-то, я не знаю почему, но у нас наши женщины здесь, и европейки, и славянки, наша диаспора, которая, да, здесь живет, славянская, скажем так, они вообще не заморачиваются абсолютно по поводу внешнего вида. У них самое главное почему-то в приоритете это маникюр, нарощенные вот такие копна ресниц. Вот прям вот И такие педикюр. девчонки, я смотрю, я просто в ауте. Я не имею против ничего нарощенных ресниц, я тоже их иногда делала ранее, да. Но когда их прям вот килограммы, ну это же вообще ни в какие ворота, глаз не Маникюр, видно просто. педикюр. Ресницы, депиляция, и вот это в приоритете. А то, как ты одет внешне, не в приоритете вообще. Помыта голова или Да, нет. вот такие когти красного яркого цвета, вот такие 5 килограмм, это просто нужно видеть. Но она идет во вьетнамках, С жирной головой. да, с грязными волосами, но я просто этого не понимаю. Но они идут и озлабливаются на меня, что я выхожу из машины красиво одета. Вот не понимаю я этого. Даже без машины я так красиво одевалась, это факт. Ну, я просто так привыкла одеваться со вкусом. Почему вы не можете так же? Спицы в руки и вперед. Пол Хургады вяжет. Да. Вяжут Пол очень Хургады. много девочек. Очень. У меня девчонки здесь Людей мастер-классы вяжет покупают в очень Каире, в много. Шарм-эль-Шейхе. Почему вы не хотите себя одевать? Почему вот этот вот стереотип, да, и так сойдет, я же в Египте, я же в Хургаде, здесь так все ходят. А Египет это Не что, все так помойка? ходят, я так не хожу, например. Ну, я так ходила всегда Подожди, дома и А здесь. Египет это что, помойка? Я тоже этого не понимаю. Еще меня, кстати, вот одна девушка писала в комментариях, типа, вам не стыдно ли называть Египет страной третьего мира? Это когда я показывала распаковку ткани Бараката. А я просто ответила этой девушке, я, кстати, ее не заблокировала, Это не знаю. сарказм. Я не знаю, смотрит ли она эфир, я ей сказала, вообще-то это сарказм. Потому что именно я одна из тех, кто всегда разбивает эти стереотипы, что Египет это далеко не страна третьего мира. Далеко. И сколько раз мы говорили, Даже здесь взять по есть то, одним чего только даже у дорогам. нас нет. По одним только дорогам. Вот я в сторис буквально в Телеграм скидывала дороги, нашу опять поездку в Каир, да, и я скидывала прям конкретно красивые дороги и час пик трафик в Каире. Это ж вообще Каир считается одним из самых Вообще, жестких. такие трассы Ну, никому не снились даже. это так, у меня все женщины просто пишут, ну ничего себе, какие дороги. Я говорю, это вы еще не видели, с какой скоростью они строятся. Девочки, Это вообще фантастика. Кстати, эфиры это очень хорошо, да, о Египте. Девочки, Да. запомните, здесь есть все, просто нужно Искать. Но вам никогда никто не подскажет, только за процент вам подскажут. Свои же вам Да. подскажут, только ты мне башлини,
Я тебе дам информацию, где продают манекен. Хаос и кошмар. Я еще такой Да. алчности, как здесь, вот честно, не видела. Я об этом прямо Все говорю, мне абсолютно все равно, кто поголовно. меня смотрит здесь и кто мне что скажет. Хотя никогда что-то никто, все боятся мне что-то сказать. Алчные все поголовно. Но я вот такого не понимаю. Девочки, вы когда попадете в Каир, дай бог, вот чтобы вы путешествовали и увидели Каир. Девочки, Не пирамиды. там такая техника. Мне ребенок и отпариватель привезла. И мы здесь и роботы в пылесосов покупали. И Xiaomi, вот как и и везде. вот эти Очиститель очистители, Xiaomi, и да. аэрогрили. Я не знаю, как у кого у нас в квартире вся техника фирменная. Bosch, Philips, И Kenwood. Kenwood, Tefal. Моющий пылесос Bosch мы здесь купили, мы бы в жизни не Типа подумали, что такое девочки, здесь есть. здесь есть все. И лазерные вот эти вот Эпиляторы. Philips эпиляторы. Да. Я, кстати, тоже хочу купить себе попозже, потому что очень Поэтому, удобно. Стереотипы, что Египет страна третьего мира, Бред полнейший. вот реально, да. Хорошо там, где нас нет, как говорится. Да. Вот это действительно правда. Здесь великолепные ткани. Да, здесь нет итальянской пряжи, здесь нет многого. Потому но что никто над этим не не заморачивался. Да. Но здесь великолепные ткани. Девочки, я здесь купила прекрасную машинку швейную фирменную. Я здесь С купила гарантией, с обслуживанием, со прекрасный всем. оверлок. Поэтому здесь есть все. Кто хочет, Абсолютно. тот находит. Мы все живет, находим да, абсолютно. это- Я же еще в прошлом эфире говорила, я как червь. Ну, в хорошем смысле. Я вот так везде пойду искать, вот так за компьютером рыскать, все. Я найду все, что мне нужно, сама. И мне никому не нужно платить процент за помощь. А то кому не спроси, что не обратись, мои услуги стоят столько-то. Ты чё, офигел, что ли, блин, или офигела в самом-то деле за банальный вопрос? Зато когда ко мне бегут спрашивать местные, все говорят, ты что, хамка, ответить не можешь? Так мне и платить не надо, я просто не отвечаю, я все еще сама. Пожалуйста, у вас здесь мозг, руки, да? Да, я теперь Ищи никому- интернет. Я теперь никому не помогаю. Здесь так ничего однозначно не нет. И не нужно мне подсказываю. платить, я не нуждаюсь. Да. Поэтому За всё процентики. сами. Или когда ты что-то изучаешь, а потом кто-то подхватывает и бежит срочно коллаборацию создавать, процентик иметь. Ты про это рассказала бесплатно, а кто-то на этом бежит процентики зарабатывать. Да. Да. Боже, как это низко. Да. Вообще очень низко вот это вот, ну, фу, не знаю. Вот. Поэтому, девочки, Вот такие красоты вот у нас, куча. да, новости, скажем так, обсуждения на сегодня. Ваши любимые посиделки, пообщать, Творить потвориться, будем. да, повдохновляться. Да, вдохновляться будем. Вот. Можете Вязать. комментировать. Я не блогер, я залетная на YouTube-канале. Это Анечка культурно. А я могу, как там говорят, хамка нагнула в комментариях. Девочки, я могу писать все, что хочу. А я просто, если включу свое хамство, Я могу все писать, я вам отвечу. я человек очень стрессоустойчивый, пока меня не тронут, Вот. скажем так. Поэтому будем общаться. Но я дипломат по большей части. Я ведь могу просто и забанить, это же лучше всего. Отрезать все. Ну что, дорогие мои, у нас прям сегодня Бася, да, у него эти ванны поглаживания, любви и так далее, как солнечные ванны, только ванны поглаживания. До новых встреч, до новых посиделок, новых распаковок, новых мастер-классов. Мы тоже как раз думаем, какие бы интересные такие модельки запустить, чтобы и не в просак сейчас какие-то свитера, которые уже, в принципе, 300 лет на данный момент не Уже нужны. не нужны. Да, хочется что-то такое вот уже летненькое начинать вязать. Подумаем, в общем, посмотрим, что. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, приводите вяжущих подружек, обязательно делитесь Подружек, этими девочки, видео. вязальщиц, а не диванных критиков. Да, пообсуждать, какие там у меня соски, какие уколы я делаю и прочее, прочее. Ну, я имею в виду инъекции для лица, как там ботоксная дура говорят. Ой, Денег нет на как там, укол. пусть говорят, как говорил Малахов, да. В общем, все у нас прекрасно, и у вас все прекрасно тоже. Наше дело это творить красоту, потому что вязание это не просто хобби, вязание это искусство. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю, до новых встреч!